Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем павлина легко, просто и быстро. Павлин – это моя любимая птица. У меня есть очень много фотографий и видео с ней. И кто же не захочет после того, как на нее посмотрит, нарисовать ее или хотя бы иметь у себя дома ее перья или изображение, или сделать просто фотографию и записать видео с этой красивой птицей. А сегодня будем рисовать белого павлина и, соответственно, разноцветного павлина тоже. Композицию дополним пионами для красоты. Начинаем! Начинаем рисовать с белого павлина. Рисовать его будем и мазками, и контуром. Работаем мы тушью, но если вы хотите, можете взять и черную краску. Набираем достаточно активную черную тушь, чтобы кисть не была сильно влажная. И пока что работаем только кончиком кисти. Намечаю контур головы, хохолок и начинаю прорисовывать туловище. Когда работаем контуром, основная задача в чем? Передать структуру и форму. Соответственно, павлин у нас белый, не цветной. Все будем делать монохромно, в черно-белом варианте. Подсохшей кистью мы проскребываем по брюшку и начинаем прорисовывать крыло. Делаем глаз. Пока что работаем в основном только кончиком кисти. Сейчас работаем со структурой крыла. То есть, когда мы рисуем животное, нам нужно представлять себе его форму и стараться мазками ее передать. Сейчас мы работаем тоже кончиком кисти, и как видите, кисть я не выправляла, а вот как она была загнутая, так, собственно говоря, ее ребром я и провожу. Вот такие мазки, формируя крыло. Уже подсохшей кистью мы как бы проскребываем в некоторых местах по шее и туловищу, показывая фактуру перьев и тем самым делая текстуру. Делаем это в нескольких местах. Теперь переходим к самому хвосту. Кончиком кисти мы оставляем небольшие мазки, группируем их в ряд, выстраиваем в ряд, делаем 3 таких ряда, и потом к этому ряду мазков мы подводим кончиком кисти уже подсушенным, не ярко насыщенными чернилами, мы подводим вот такие дугообразные линии. И еще немного дугообразных линий на наружной части хвоста. Теперь оставим еще немного отпечатков кисти вдоль хвоста, просто прижимая ее кончик. В данный момент мы работаем большой кистью, достаточно мягкой, но упругой. И теперь прорисуем глаза на перьях, всю самую основную красоту. Пользуемся кончиком кисти, оставляя отпечатки в середине, оставляя отпечаток в виде кружка и немного по овалу проводя небольшие линии. Подчеркнем фактуру перьев уже подсохшей кистью, полусухой и сухой, просто проводя по краям, выстраивая линии рядами. И можно сказать, что хвост готов. И хохолок. Конечно, мы должны соединить его с головой, проводим тонкие линии кончиком кисти. Переходим к цветному павлину. Рисуем клюв. Кончиком кисти черной тушью. Сначала мы тоже работаем тушью. Задаем черно-белый рисунок, а потом уже будем вводить в него цвет. Сейчас мы уже будем выстраивать голову и тело самого павлина уже мазками. Мы для этого прижимаем кисть. Либо ее кончик, либо наполовину, либо целиком. И закладываем мазки, группируем эти мазки и получаем ту форму, к которой стремимся. Думайте о форме и, соответственно, выкладывайте мазок.
Так мы их группируем. Точно так же поступаем с крылом, но крыло внутри оставляем белым и незаполненным, лишь немного наметив текстуру перьев. Точно так же мы делаем хохолок, как и у белого павлина, оставляя отпечатки кончика кисти. И теперь переходим к хвосту. Оставляем небольшие отпечатки, делаем двойные мазки, работаем кончиком кисти, прижимаем его. Мазки в виде капли, просто подведенные и состыкованные друг к другу. И немного на боковых частях хвоста. Также используем эффекты из сухой кисти, как при работе с белым павлином. И точно так же подчеркиваем фактуру и текстуру перьев, как и в случае с белым павлином, работая с сухой кистью. Теперь наметим структуру камня, на котором сидят наши птицы. Просто в некоторых местах проводим сверху вниз сухой кистью и затем кончиком кисти, уже активной тушью, проводим контуры и в некоторых местах оставляем отпечатки насыщенной черной тушью. Доработаем хохолок и переходим к цвету. Мы уже рисовали с вами пионы в отдельном уроке, даже в 2 уроках. Мы рисовали простые, цветные и контурные пионы. Ссылку я оставлю в конце видео. Поэтому здесь достаточно коротко. На примере одного цветка кладем мазки в виде капли, группируем их и, соответственно, получаем целый пион. Мы нарисуем несколько пионов, 3 вверху и 1 внизу, бордовый и красный. Для бордовых мы брали бордовый цвет как основной и на кончик черный, а для красных будем брать красный и на кончик бордовый. Кладем мазки, группируем их и получаем пион. Теперь начинаем вводить цвет в цветного павлина. Берем ярко-голубой, можно его притушить немного тушью и оставляем отпечатки кисти, просто прижимая ее целиком от кончика до самой пяточки. Затем добавим в голубой белого, белил и сделаем то же самое, такие же отпечатки в некоторых местах. Теперь мы пройдемся тем же самым цветом, голубой смешанный с белилами, по тем самым, где у нас, собственно говоря, глаза на перьях, павлиньи глаза. Вот. Затем возьмем и введем в голубой, который мы использовали, немного ярко-зеленого. И повторим все то же самое наверху, что мы делали с вами на тельце, те же самые мазки. И немного пройдемся по хвосту, особенно в тех местах, где намечены боковые части перьев. Затем смешаем желтый с белилами и оставим отпечатки кисти на хохолках наших павлинов. И подведем глаза. Теперь желтый, смешанный с белилами, мы используем на перьях. Просто оставляем отпечаток кисти рядом с тем, который мы уже сделали голубой. И кончиком кисти проведем дугообразные линии по краям хвоста павлина. Теперь возьмем светло-коричневый, достаточно водянистый, добавим воды и пройдемся по крылу и хвосту, просто заполняя некоторые места, не целиком, можно оставить белые пробелы. Теперь переходим к пионам, возвращаемся к ним, потому что с павлином мы уже закончили. Рисуем вот такими мазками листву. Как я и сказала, ссылку на урок по пионам я оставляю в конце видео. Здесь они лишь только для того, чтобы дополнить картину и подчеркнуть пышность и важность птицы, которую мы с вами рисуем. Теперь заполним цветом камень, на котором сидят птицы. Возьмем оттенок коричневого и достаточно сделаем его водянистым и пройдемся по камням. Затем оставим несколько более темных отпечатков. Заполняем серединку пионов. Возьмем сначала белый цвет белила и, оставляя отпечатки
кончика кисти, похожие на капельки, как бы вырисовывая ими овал в центре цветка, так и намечаем серединку пиона. То же самое мы сделаем и смешав желтый с белилом, потому что желтый сам по себе весьма прозрачен, и между белыми отпечатками поставим еще и желтый. Так поступим со всеми цветками. И нарисуем стебли у пионов темно-зеленым цветом кончиком кисти, проводя линии от точки до точки, и затем нарисуем прожилки в наших листьях. И это будут последние мазки. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще вы хотите нарисовать.